друзья! С вами снова я, Дарья Макурова, ваш гид в мире автоматизации. Сегодня мы приехали на Плакфест. Плакфест – это формат мероприятия, в рамках которого производители оборудования для систем автоматизации «Умный дом» предоставляют свое оборудование для открытого тестирования инсталляторов, что позволяет и тут же получить обратную связь от инсталляторов, от тех людей, которые непосредственно пользуются этим оборудованием. И с другой стороны, инсталляторам в рамках одного мероприятия ознакомиться сразу со всеми новинками рынка. Предлагаю пойти и посмотреть, что там интересного. Спасибо, что пришли на первый Плакфест в этом году. В этом году Mass Frankfurt переформатировала проект Interlight. Теперь мы поддерживаем полностью концепцию Light and Building нашей материнской выставки. Соответственно, выставка будет называться Interlight и Intelligent Building. Пройдет она в сентябре с 10 по 13, поэтому все, кто еще не успел к нам присоединиться, welcome. Мы запустили YouTube-канал собственный с лицом канала Дарьи Макуровой, поэтому будем рады вам помочь, рассказать о вашей продукции и ваших новинках. Саша, ура! И вам ура, молодцы. Так, ну, давайте начнем. Ну что, мы у Iridium Mobile. И сегодня ребята показывают интересное решение Iridium Biot. Это в первую очередь классное решение для гостиниц, отелей, возможно, еще чего-то сейчас мы узнаем, но я точно знаю, что это классно применять в отелях. Все современные отели пытаются внедрять так или иначе технологии автоматизации, и последние строящиеся пятизвездочные отели очень часто обращаются за некой автоматизацией в номере, ну то есть управление там светом, климатом, шторами, какими-то базовыми функциями с персональных гаджетов. То есть я приезжаю в отель, загружаю на свой телефон приложение, скачиваю интерфейс по QR-коду и могу своим номером управлять со своего телефона без каких-либо посторонних интерфейсов, каких-то гаджетов там или выключать. Сейчас мы будем имитировать отель. И гость. Наш прекрасный гость. Добрый день. На самом деле, можно не только включить в этот проект автоматизацию номера, то есть управление номером, но и связь с отелем. Можно заказывать завтрак, говорить, что нужно прибраться, либо не надо убираться, вообще не заходить. Ну, то есть интегрировать уже какие-то общения. И администратор также может отправлять пуши на устройство пользователей. Соответственно, если нужно что-то сказать, то есть вот там завтра в 7 или такси приехало, еще что-то, это тоже можно сделать. Помимо автоматизации, он еще начинает управлять отелем более гибко. Это всегда плюс. Приближенно к пользователям. Да, user-friendly, как мы все любим. Сейчас мы будем заселяться в отель. Так, для этого нам нужно скачать приложение Iridium Pro. Наводимся. Открываем. Открыть страницу V3 Pro. Так, у нас появляется тут некий функционал. Ну, мы видим стандартный набор оборудования, грубо говоря, в гостиничном номере. Есть та самая автоматизация, да, про которую я говорила. Тут, например, управление светом есть. Так, потолочные светильники. У нас погасли светильники. Можно включить. Вот я вижу их. Шторы закрыть. Шторы открыть. Музыка. Ну, условно какая-то там. Да, вот мы видим. Музыка пошла. Так, и кондиционирование. Ну, понятно, скорость вращения вентилятора, установка температуры, включить-выключить. Так, есть еще и ДНД. Самая, в общем, полезная функция. Честно, меня реально раздражает, когда ездишь на выставки, не знаю, в принципе, в отпуск, что ты не хочешь вставать в 8 утра, а хочешь встать, я не знаю, в 10. Но они начинают убираться с 8 утра и не дают тебе спать. И вот это самая волшебная кнопка, чтобы не идти, не вешать вот эту картоночку на дверь, которая, как обычно, падает, ее никто не замечает. В итоге продолжают ломиться к тебе в номер, чтобы, конечно же, убрать, там, почистить полотенчики. А ты тут просто на телефоне нажимаешь, вот, пожалуйста, don't disturb, и я сплю, и не трогайте меня, дайте поспать, в конце концов. В общем, что я хочу сказать. Пребывание в отеле Iridium Mobile мне очень понравилось. Очень все комфортно, удобно. Как это сказать, Дарья Макурова рекомендует к посещению отеля Iridium Mobile. Но, если серьезно, реально очень удобная вещь, и я думаю, за этим будущее. Мы пришли
к ребятам Embedded Systems, которые сегодня предлагают автоматизировать автоматизаторов. И мы тут решили, а что ж нам не автоматизировать и автоматизаторов-то инсталляторов? Да, Да? действительно. На самом деле идея простая. Это поддержка уже существующих инсталляций, в которых надо анализировать работу не только нашего контроллера, но и всей сети. От connection и устройств на connection до каких-то дополнительных устройств по другим протоколам, там, от баз, дали. Ну, вообще, Условно, в принципе, там, всех если устройств, которые так или иначе вдруг по какой-то причине могут сбойнуть. Да, и которые находятся в инсталляции, до которых мы можем по полимашинам достучаться. Соответственно, мы можем написать просто скрипты, которые анализируют различные параметры, собирать статистику. И мало того, мы можем давать обратные команды. Например, если устройство подвисло, то, например, перегрузить сеть или перегрузить просто блок питания. Там. Самое главное, что она быстро отработает. Эту информацию даже, может быть, и владелец инсталляции не увидит, а мы уже не только ее поняли, что она существует, и получили о ней информацию, но мы уже Все ее сделали решили. и спим спокойно. Решение вопросов удаленно. Не нужно по первому звонку куда-то мчаться и... Потому что реально бывают ситуации нелепые, когда тебе звонит заказчик и говорит, у меня ничего не работает, срочно приезжай, и все, ты приезжаешь, понимаешь, что нужно там просто перезагрузить одну железку. Ну, то есть объективно это мог сделать кто угодно. А так ты никуда не едешь, ты просто понимаешь, что конкретно нужно перезагрузить, тут же делаешь ребут, и вообще все прекрасно. А здесь Отдыхаешь самое главное, дальше. что за тебя уже сделали ребут, и тебе просто отослали сообщение, Ты что уже все скажешь, хорошо, мы не тут, между беспокойся. прочим, за тебя уже все сделали. Да, все сделали. Идем дальше. И снова Arlight. Снова те же железки. А почему снова? Просто потому, что буквально недавно мы уже выпустили ролик, посвященный оборудованию Arlight. Если вдруг вы его еще не видели, обязательно зайдите и посмотрите. Ссылку я оставлю где-нибудь здесь, или как там говорят, ссылочка будет в описании. Я поймала самого частого посетителя Blackfest, одного из самых частых. Дима, привет. Привет. Зачем ты сюда вообще ходишь? Что тебе дает Blackfest? Скажи мне. Во-первых, знакомство с новыми продуктами, потому что каждый раз, да, на каждом Blackfest в любом случае появляется что-то новое, что-то интересное. Во-вторых, это живое общение с представителями производителей, в общем-то, потому что очень многие вопросы по-другому решить и задать не получается. Ну и, в принципе, встречаюсь с единомышленниками, очень интересно иногда обсудить какие-то хорошие, интересные Да. темы, новые идеи, поэтому я считаю, что сюда ходить нужно и проводить желательно еще и чаще. А у нас Тебин. KNX в массы. Всем, то всем, есть, в всем. принципе, такое легкое отступление. Легкое отступление, да. Тебин это не самое дешевое оборудование, просто потому что это, в принципе, одно из там наиболее надежных, скажем так. Какие функции, собственно говоря, Какие по функции, мнению да. Тебин, скажем так, наиболее используются часто в доме. квартирах и домах. Давай. Свет – это просто включение и выключение, это димирование, это световые сценарии, это имитация присутствия, это центральное включение и выключение. И еще несколько экзотических режимов. Вам кажется ночью, что кто-то по дому ходит. Вы запускаете режим тревоги, по всему дому включается свет, и особенность режима тревоги, что с местных постов управления, вот нажимая эти кнопки, вы не погасите свет. Карабин берете и идете смотреть. Который нужно опускать. И метеостанция это тоже умеет это делать. Маркизы, тенты и мансардные окна, положим, они открыты, пошел дождь. Датчик дождя видит, что пошел дождь, и закрывает окна, поднимает тенты, и мы, значит, и все, значит, то есть, в общем, все хорошо. По климату. Здесь можно управлять батареями, теплыми полами и кондиционер. Есть ли у этой системы шлюз в KNX, чтобы, допустим, если я не хочу использовать базовую автоматизацию, я Да. хочу использовать более продвинутый интерфейс, который, как вот мы видели, предлагает Iridium Mobile, Да. например, мы можем интегрироваться? Вы берете все отдельные девайсы без вот этого первого и строите обычную Connect-систему. Все. У меня все.